Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. Не забудьте подписаться, потому что контент уникальный. Вряд ли какой-то производитель, либо магазин, либо сетевой магазин, либо площадка будет оплачивать блогеру, чтобы он рассказывал вам, снимая на смартфон одним кадром, все об этом смартфоне, правильно? И несмотря на то, как вы относитесь ко мне, лучше меня поддержать лайком и комментом, чтобы я продолжал. Потому что я также, кстати, забираю с основного канала Польза.нет, нас там уже 30 тысяч человек просмотры. Так как некоторые, кто посмотрит подобный обзор, не будут его смотреть. Каждый раз вступление одно и то же, но напоминаю, что съемка ведется на этот смартфон. Тот, что вы увидели в названии, Red Magic Nubia, это ZTE-шечка 9 Pro Plus. Насколько он хорош, какой у него комплект и все остальное, я вам сейчас расскажу. Все пруфы вы, разумеется, увидите в основном ролике. На чем я снимаю, как я снимаю и в каких условиях, вы сейчас уже увидели в зеркале. И если совсем кратко, то, напоминаю условия. Жесткий штатив без стабилизатора, то есть у меня есть DJI с селфи-палкой, там есть стабилизация, здесь стабилизации нет, то есть как вот он снимает, так он и снимает. Условия плюс-минус одинаковые, понятно, что освещение сейчас, допустим, слегка пасмурно, уже солнышко уходит, но мы зато сможем поснимать против этого уходящего солнышка. Помимо этого, всегда я снимаю на основной модуль, это сейчас основной модуль, 4К 60 FPS, родные микрофоны у смартфона работают. И почему игровой смартфон я тестирую так же, как все остальное? Потому что стоимость у него, как и у всего остального. В каком месте он игровой? Вот, опять же, не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, ему личный телеграм-канал. В личном телеграм-канале я скинул много примеров фото и видео этого смартфона. В несжатом виде можете скачивать и оценивать. Так вот, в каком месте игровой этот смартфон, если на этом смарте от Яблока есть игрушки с ПК, а у этого смартфона их нет. То есть это игровой Android смартфон без игр, которые вполне возможно, допустим, тот же Assassin, без разницы, насколько он будет обрезан. Если будет на Яблоке, но это будет бомба. И у нас уже, в принципе, там появились игрушечки, и вы об этом знаете. Но я рассказываю вам не о Яблоке, я рассказываю вам о Nubia Red Magic 9 Pro Plus. Это самый дорогой из последних смартфонов, что я приобретал. Какие в нем фишки? Вы уже видели у бородатого чувака, который его пиарил непонятно как, потому что он единственное его разыгрывает, это хорошо. Вот ему сразу реклама от меня, от малыша. И второй момент, что он себе его оставляет. В принципе, все, что в его обзоре было, я вам кратко пересказал. У этого смартфона, первое, по комплекту идет чехол пластиковый. Я сейчас снимаю не в нем, он максимально, бесконечно, беспринципно убогий этот чехол. И тактильно неприятный, но он есть, он такой, как пластмассовая болванка. Второй момент по поводу комплекта. 165 ватт зарядка, и она заряжает это чудо за 20 минут с копейками. И это хорошо, но для этого нужно в батарее активировать заряд. Но не спешите радоваться. Первое, в версии 9 Pro у нас благополучным образом аккумулятор больше. Это раз. Pro Plus он меньше. Два, хотя он заряжается очень быстро, он также разряжается мега быстро. И пока я не забыл, 40% заряда за 1 час в PUBG New State в Твиче хотите, они есть. Но продолжим про комплект. Разумеется, ключ для извлечения слота прорезиненного под 2 сим-карты. Разумеется, здесь eSIM нет, китайская версия, английский язык, на русский, наверное, можно будет перепрошить на глобалку, но потом все бенды на борту. И по комплекту все. Обычная такая коробочка, никакого там суперкартона, как, допустим, в тех же OnePlus'ах нет. Но это и не хорошо, и не плохо. Наверное, те, кто фанатеет от Nubia, просто мечтают, чтобы я здесь растянулся, правда? Но нет, если вы видите обзор, значит, во всяком случае, хотя бы голова моя цела, и я все-таки смог его выгрузить. Напоминаю, что это все происходит одним кадром, это сделано уже, вот такие обзоры у меня, несколько десятков. И вне зависимости от того, как вы относитесь к информации, которую я вам передаю, вы можете оценить, насколько хорошо один или второй смартфон передает голос, сравнить картинку, и еще много всего, включая работу с динамическим диапазоном, цветом, светом, в общем, всем, чем можно. Так вот, возвращаемся к смарту. Про комплект мы запомнили. Кабель, притом кабель
красненький, поддерживает, ну, кстати, я его и так и не протестировал. В общем, смарт сам поддерживает USB Type-C 3 Gen 2.1. Он быстрый, Type-C-шник здесь. И плюс, помимо этого, зарядка еще может быть пусть с одним Type-C-шником, то есть у нас в андроиде, простите, в андроиде есть в Asus'ах два Type-C-шника, один для прямой зарядки через минуя аккумулятора, один для зарядки аккумулятора. Здесь один Type-C-шник, но ты можешь выбирать. Зарядку минуя аккумулятор — это довольно удобная штука, ей очень многие пользуются. Я бы сказал, что это must-have для любого смартфона. Так как мы потихонечку перешли к физическим его качествам, что еще хочется отметить? У этого смарта у нас есть триггер, никаких там супер герцовок нет, там 120 Гц. У меня очень часто этот триггер благополучным образом подглючивал. Мне сложно привыкать к нему в игре, но это удобно. То есть это факт. Самое интересное — отверстие под кулер. Кулер механический. Для чего он был создан, я, если честно, никак не понимаю. Потому что с каким ужасом этот смарт проходит тротлинг-тесты в том же Antutu, то, что он не может проходить 3D Mark без морозилки, то, что он поедает 40% заряда в PUBG при стриминге на Твиче и сбрасывает при этом яркость. Вот мы перешли к интересному. Насколько красивый и классный экран, можно также долго рассуждать, но помним. Первое, защиты от влаги здесь нет. Второе, игровые смарты обычно поддерживают 144 Гц, а не вот эти вот довольно скромные для игровых 120 Гц. Вот, кстати, я вам обещал солнце, но не успел. Не успел я. Но это не критично. Почему не критично? Потому что, в принципе, камера — это не самая сильная сторона данного смартфона. Вот как снимает, так снимает. И что может, то, как говорится, он может. Если бы мог что-то большее, было бы что-то большее. Возвращаясь к нашим тестам. Gen 3, последняя UFS память версии 4.0. И она выбивает аж 140 тысяч баллов в Antutu, это очень круто. Операционка вся на английском, возможно, повторяюсь, перевести на русский ее. Разумеется, нет eSIM, две физические карты, можно заряжать, минуя аккумулятор. Я не повторяюсь, да? По звуку объемный, хороший, стерео. Не лучший. Вибра не лучшая, но хорошая. Материалы. Ну, чтобы игроки поняли, без использования кулера, но вот с максимальной мощностью, опять же, кулера при игре в тот же PUBG, этот смарт прогревается до уровня 41 градуса. Градуса 41 ощущаете? При игре в PUBG New State через 30 минут. И это лицевая сторона, тыльная черт с ней. А второй неприятный момент, то что у вас 950 люксов изначально, а потом барабанная дробь, и у вас уже не 950 люксов, а 550 люксов через 10 минут игры. Вот так он сбрасывает яркость. И потом он яркость, в принципе, у меня ни в чем не сбрасывал, но 550 люксов — это хуже, чем у всех. А если говорить о всяких подсветках, сами смотрите, здесь есть подсветка кулера. Если вы хотите играться за такие деньги с подсветкой кулера, хорошо. А если рассуждать про сборку, сборка отличная, у меня претензий к ней нет, хотя я его уже поцарапал в нескольких местах. Ну и ладно, есть какие-то вот эти зазорчики маленькие, есть у него возможность подключать мини-джек, то есть наушники спокойно врубаются. А по Type-C-шнику сказал, есть еще возможность на вентилятор покупать, на кулер, на решетку, на Алишке уже там по 200 рублей всякие наклейки силиконовые, чтобы не попала туда вода. Но это все уже извращение прямым текстом, потому что апгрейдить ZTE-шку — это не третий эшелон, но это второй эшелон, и ничего суперфееричного в нем нет. Сколько будет весить файл, я вам скажу. Какая-то белиберда у него, если честно, по съемке. Но, опять же, претензии к нему какие? Простые. Где 144 Гц, где защита от влаги, если нет защиты от влаги, где у нас без сброса яркости работа. Плюс еще там вылетал микрофон во время стрима, ну, так же, как на Meizu 21, когда я тестировал. Просто от перегрузки смарт такой, ну ладно, я отрублю микшер. Так было на Meizu. Почему так не происходит у остальных, это спросите у тех, кто тратит деньги на рекламу, вместо того, чтобы тратить деньги на программное обеспечение у ZTE. Вот. В
в целом, я уверен, что маржа на этом устройстве у тех, кто занимается перекупством в крупных масштабах, просто космос. То есть у него себестоимость, если не в 2 раза ниже, то плюс-минус, но это второй эшелон. Очуметь его продавать 1,000,000%. Если брать игровые смартфоны, то это точно не Nubia, хотя всем очень хочется, чтобы она и была. Для меня Asus и Black Shark, которые канули в лету, но может быть сейчас реанимируются как-то, намного выше в этой пищевой цепочке. И, конечно, приятно покупать кулеры подешевле. Но если ты покупаешь кулер, ты можешь что угодно купить, хоть iPhone. Ты также клеишь OnePlus-овский кулер на MagSafe на iPhone и все, или еще на что-то, и благополучно играешь. Это я не топлю сейчас за iPhone, это топлю за OnePlus, потому что любой кулер, любой смартфон может исправить. И если говорить о каких-то эмоциях, ну, я рад, что я его протестировал. Я рад, что я себя заставил его купить. Я не рад, что у меня сейчас будет очень тяжелый и жесткий процесс по попытке его продать, чего никому не желаю. Если вы знаете, что такое Nubia, если вы видите там, не знаю, в этом игровом режиме какую-то уникальность, если вы считаете, что для вас он самый стабильный и лучший смартфон, можете написать мне в комментариях, по каким причинам. Я постараюсь эти причины найти для себя, и в следующий раз, когда я буду делать подобное, я на них обращу обязательно внимание. Почему? Потому что, вот, допустим, многие мне пишут, я захейтил недавно OnePlus 12, притом они пишут рядом, комментарий идет людей, которые купили OnePlus 11 и не могут его в России разблочить, о чем я и говорил. То есть кто-то, кто успел хорошо скататься в Москву, разблочили, а кто-то нет. И вот сейчас бешеное количество перекупов, которые, разумеется, OnePlus 12 закупили, пытаются их продать и рассказывать про то, что да все будет хорошо. Вы не читайте эти комменты. Вот дураки, не разблокировали iPhone 11, ой, OnePlus 11. Уже оговорочки по Фрейду. Почему? Потому что, разумеется, яблоки рано или поздно могут заблочить. Но это далеко такой вилами по воде вариант, потому что их не заблочили за 2 года, с чего сейчас заблочат. Не забываем подписываться на канал с колоколом, подписываемся на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Вне зависимости, есть у вас ко мне симпатия, антипатия или еще что-то, я очень надеюсь, что данный формат вы поддержите. Мне он очень близок. Почему? Потому что я потом смотрю и, во-первых, вижу вашу реакцию, вижу сравнение, как YouTube рендерит видео, которое я скидываю одним кадром. И мне это правда интересно. Надеюсь, что вам это интересно тоже. Локация плюс-минус одинаковая всегда. Девайсу от меня за эти деньги однозначно нет. Еще раз повторяюсь, если видите у бородатого чувака какие-то девайсы, о которых он рассказывает просто вот он красивый, беги покупай, я себе его оставляю, значит надо включить чуйку и понять, что что-то здесь уж совсем прям не так. Ну вот не зря я его купил, теперь я понимаю, о чем он. Это хуже, чем Poco. Это хуже, чем Poco. И всякие Xiaomi 13T, 13T Pro рвут этот смартфон как грелку просто на всей части, даже с их процессорами. Опять же, мое субъективное мнение. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.